Привет всем! Сегодня я приступаю к изготовлению очередной самоделки для отдыха на природе, не отходя от своего автомобиля. Для изготовления рамы мне понадобится металлический профиль 20 на 40 толщиной 1,5 мм и 4 двухметровых алюминиевых профиля 30 на 15 толщиной также 1,5 мм. Размечаю металлический профиль на отрезки. Один отрезок 205 см, 4 отрезка по 20 см и 2 отрезка по 15 см. Получился вот такой комплект для изготовления рамы. На 15-сантиметровых отрезках срезаю один край под углом. Это нужно не для функционала, а скорее для эстетики. Прикладываю эти отрезки к большому 205-сантиметровому отрезку трубы, к ее концам и привариваю. Вставив алюминиевый профиль, отмечаю на 4 20-сантиметровых отрезках линию отреза примерно 3 см под углом. Вырезаю лишнее и при помощи молотка подгоняю под размер алюминиевого профиля, так чтобы он плотно входил в него. Делаю так со всеми 4 отрезками. Завариваю шов вместе сгиба и зашлифовываю. При помощи напильника сглаживаю заусенцы внутри трубы. Отмечаю с одного конца этих отрезков места сверления в 10 мм от края. Сверлю сквозные отверстия диаметром 10 мм под болт. Заусенцы сглаживаю шлифовальным кругом, а внутренние при помощи напильника. Из 2-миллиметровой металлической пластины вырезаю две вот такие заготовки шириной 25 мм и длиной примерно 45 мм. Прикладываю пластину к двум параллельным профильным трубам с зазором между ними 5 мм и отмечаю место сверления. Зажимаю обе заготовки вместе и сверлю отверстие диаметром 10 мм. Собираю подвижный узел воедино. Прикладываю к одному концу рамы, выравниваю, проверяю все зазоры и привариваю. Короче, болта не было, поэтому отпиливаю лишнее от этого. Также убираю выступы пластин. К готовому узлу прикладываю еще один отрезок и измеряю длину для следующих двух пластин, которая равняется 65 мм, а ширина примерно 40 мм. Вырезаю пластины. Отмечаю место сверления и таким же образом, как в предыдущих пластинах, делаю отверстие диаметром 10 мм. Собираю второй узел. Прикладываю ко второму концу рамы, выравниваю и привариваю. Болт также укорачиваю. Отмечаю на поворотных узлах места сверления отверстий, по 3 с каждого края, кроме нижнего, диаметром 5 мм под заклепки. Внутри шлифую заусенцы напильником. На раме у приваренных отрезков завариваю отверстия.
Сварочные работы закончены, пришло время покраски. Крашу грунт эмалью по ржавчине серого цвета. Отверстия рычагов и рамы закрываю пластиковыми заглушками. Полностью собираю раму. Тут я прикрутил рычаги вверх ногами, потом за кадром переделал. Болт закрепил самоконтрящейся гайкой. Вставляю алюминиевый профиль до упора, просверливаю отверстие и скрепляю профили заклепками. Если вы обратили внимание на ободранную краску на рычагах, это я немного подгонял по размеру. Пластиковая заглушка углами задевала раму. Так я поступаю со всеми рычагами. Далее от уголка 100 на 100 отрезаю две детали шириной 40 мм. Укорачиваю одну сторону, просверливаю отверстие под скобу, сделанную из 20-й полоски и двух болтов, расстояние между которыми 40 мм, так чтобы можно было закрепить на раме. Другую сторону удлинил и просверлил отверстие диаметром 6 мм для возможности крепления поперечным рейлингом автомобиля. Крепление получилось подвижным по раме для регулировки места крепления. Таких креплений я сделал два. Устанавливаю раму при помощи струбцины, так как эти крепления предназначены не для моих рейлингов, а рейлингов с возможностью крепления болтами. Уголки можно перевернуть, и конструкция станет ниже сантиметров на 10. Переехав на травку, продолжаю сборку. Устанавливаю стойки, сделанные из удлинителей для валиков и вставленных в них болтов. По концам рычагов я приклеил липучки, к которым будут крепиться тент, который я сшил для этой конструкции. Было изготовлено полотно 2 на 6 метров из ткани Oxford 240D, водонепроницаемой, светло-серого цвета. По периметру полотно прошито стропой. В местах крепления к рычагам из стропы и липучки сделаны крепления с возможностью привязки оттяжки для крепления к земле. Вот такая веерная маркиза у меня получилась в итоге. По углам также пришиты оттяжки для их натяжения. Также оттяжка есть по центру. Во время дождя при ее натяжении тент немного склоняется под углом, и вода не будет скапливаться, а будет стекать с него. К раме тент также крепится на липучке. На моей маркизе, видео изготовления которой вы можете также посмотреть на моем канале, перейдя по ссылке в описании. Тент закреплен на такие же липучки и держится очень хорошо. Приступаю к сворачиванию маркизы. Освобождаю углы от оттяжек. Убираю боковые стойки и сворачиваю углы. Можно также свернуть сначала одну сторону, потом другую. Главное не оставлять рычаги без крепления к земле в ветреную погоду. Большая парусность может сломать конструкцию. При сворачивании стоит обратить внимание на болты. Тент с стропой может зацепиться за шляпку. Освобождаю центральные оттяжки и убираю стойки. Сворачиваю одну сторону. Креплю тент с помощью его же оттяжек. Затем другую сторону.
Сворачиваю тен конвертом. И обматываю оставшейся оттяжкой. Разворачивается маркиза точно так же, как и сворачивается, только в обратном направлении. Чехол я не стал устанавливать сразу, потому что эта маркиза поедет к другому человеку, которому надо будет установить крепления, передвигая их парами относительно расположения своих рейлингов. Они у него крепятся в конкретных 4 местах. Застегнуть чехол и чем-нибудь раскаленным, например, паяльником, шилом, иголкой, воткнутой в деревяшку, пропаять отверстия в местах болтов скобы. Ткань проплавится и не будет расползаться. Главное в этот момент не прожечь сам тент. Можно аккуратно вырезать отверстия ножницами и прижечь ткань зажигалкой. Просунуть болты в отверстие и закрепить уголки гайками. Точно так же поступить со вторым креплением. Таким образом тент будет постоянно закреплен на маркизе.